Ноутбук с IPS-экраном на 16 дюймов, который имеет 2К разрешение, частоту обновления экрана до 120 Гц. Ко всему, данная модель на процессоре AMD R7 8845H, видеокарта Radeon 780M с использованием памяти LPDDR5X на 32 ГБ, жестким диском до 2 ТБ. Удобно, что ноутбук имеет полноценную клавиатуру с подсветкой, веб-камеру с механической шторкой приватности и функции распознавания лиц, большое количество интерфейсов, 2 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. И как вы поняли, обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе, что я и сделал перед покупкой к ноутбуку под названием Lenovo Xiaoxin Pro 16. Перед началом напоминаю, что 7 обзоров в неделю я выгружаю, и ежемесячно я разыгрываю по одному смартфону. Первые 3 месяца будет Poco X6 Pro модель, потом что-нибудь другое буду разыгрывать. Для того, чтобы участвовать, достаточно подписаться на канал с колоколом, поставить колокольчик и написать в комментарии любой комментарий больше 5 слов, разумеется, осмысленный, и свое имя в Телеграме. Либо в описании своего канала имя в Телеграме. Подписаться на канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Выиграете, напишу. Но не забудьте открыть подписки, иначе рандомайзер вас не определит. Все розыгрыши в конце месяца на стриме, перейдем же к ноутбуку. Начнем. Распаковка. Данная модель поставляется в обыкновенной упаковке. На ней есть название и краткие характеристики модели. Упакована данная модель неплохо, во всяком случае ноутбук пришел целый. Пакинг ничем не примечательный. В комплекте мы имеем переходник для вилки, неплохую мышку, адаптер питания на 100 Вт с несъемным, но довольно длинным кабелем питания, коврик для мышки, наклейки с русскими буквами для клавиатуры, документацию и сам ноутбук. Вес ноутбука составляет 1 кг 930 граммов, а габариты вы видите на экране. Все в пределах нормы для 16-дюймового ноутбука. Не MacBook, конечно, но все равно довольно компактный. Приобрести эту модель можно в единственной серой расцветке, плюс за то, что корпус полностью алюминиевый с матовым покрытием. Дизайн ноутбука простой и стильный, но лично как по мне, решение вынести клавиши управления курсора за пределы места под клавиатуру не особо правильное, как и название производителя на внешней и внутренней части ноутбука. Одного лого было бы вполне достаточно. С другой стороны, учитывая цену, за которую я его успел приобрести, как и некоторое количество моих подписчиков, он выглядит отлично. Качество материалов хорошее, да и собран ноутбук достойно. Открыть одной рукой ноутбук можно, максимальный угол открытия около 180 градусов, откидывается крышка почти полностью, но не совсем до конца. Также есть функция включения экрана при открытии ноутбука. Далее, по интерфейсам мы имеем HDMI версии 2.0, USB 4, аудиоинтерфейс на 3,5 мм, мини-джек, полнофункциональный Type-C, 2 USB-A порта версии 3.2 и место под карты SDXC. Кстати, очень-очень полезная штука, лично для меня. В целом, для данного формата ноутбука интерфейсов достаточно. К ноутбуку можно подключать внешние мониторы для трансляции изображения в 8К 60 FPS, это максимум. Для вывода звука используются стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Качество звука хорошее, и я был приятно удивлен ему. Клавиатура в данной модели с цифровым блоком, но, как я уже упоминал, с клавишами управления курсора, смещенными вниз, плюс они неполноразмерные. Клавиши серые с английской раскладкой, реализована клавиатура хорошо, но лично мне печатать на подобной клавиатуре не особо удобно. А вот в играх проблем не возникало. Плюс за отличную подсветку клавиатуры, так как она имеет 3 режима работы, один из которых является автоматическим режимом. Подсветка включается и выключается плавно. Звук постукивания клавиш приятный и мягкий. Тачпад расположили под левой рукой, что тоже не особо удобно при наборе текста. Кнопка питания вынесена за пределы клавиатуры, и, к сожалению, встроенного датчика отпечатков пальцев здесь нет. Но есть веб-камера 1080p с функцией распознавания лиц и механической шторкой приватности. Качество у нее хорошее, она подойдет для видеозвонков и не только. Кинофильмы, конечно, не снимешь, но все равно. Из клавиш быстрого доступа, из клавиши перехода к настройкам, регулировка яркости, включение авиарежима, включение микрофона, регулировка громкости, а также стойки есть различные комбинации клавиш для удобства. Далее, сам тачпад средних размеров 136 на 81 мм. Выполнен он из стекла, но реализован по мне плохо, так как есть заметный и неприятный люфт. Может быть, мне так не повезло, но имейте в виду. Использовать тачпад в целом удобно, и палец скользит по нему хорошо. Летим дальше. Ноутбук оснащен 10-битным IPS-экраном на 16 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей, частотой обновления экрана до 120 Гц, цветовым охватом 100% sRGB и соотношением сторон 16 к 10. Рамки не громадные, яркость на 100% составляет от 300 люксов до 380 люксов. Все зависит от участка на экране. Покрытие экрана матовый, угол обзора в пределах нормы,
видимо, как для IPS-экрана. Засветы на черном фоне есть, но незначительные. Экран хорош, по моему мнению, матрицей, разрешением и частотой обновления экрана. В остальном это просто неплохой экран. Был бы OLED, ему бы цены не было. Далее, процессор установлен AMD R7-8845H с техпроцессом 4 нанометра, 8 ядрами, 16 потоками, максимальной тактовой частотой в 5,1 ГГц. Система охлаждения здесь состоит из двух кулеров и двух композитных трубок. О том, насколько данное железо хорошо себя ведет в повседневном использовании, я расскажу слегка позже. А сейчас отмечу, что комбинацией FN плюс Q можно переключаться между тремя режимами работы. Это интеллектуальный режим, режим энергосбережения и режим производительности. За графику отвечает интегрированная карта Radeon 780M. По памяти мы имеем распаянную оперативку LPDDR5X на 32 ГБ и жесткий диск SSD NVMe PCIe версии 4.0 M2 2280 на 1 или 2 терабайта. Расширить ОЗУ возможности нет, а вот внутреннюю память можно докинуть, но только формата M2 2242. Крышка снимается без особых проблем, необходимо попросту открутить винты и поддеть специальным пластиковым прибором крышку. Операционная система в стоке лицензированная Windows 11 в базе с Microsoft Office, и это круто. Wi-Fi используется 6 серии MediaTek MT7921. Bluetooth чип, разумеется, в наличии. По стабильности и скорости Wi-Fi все хорошо. Летим дальше. Емкость аккумулятора 84 Вт-час на 5385 мАч. Заряжается ноутбук около 1 часа 40 минут. Что касается автономности, то скажу сразу. Оптимизация расхода заряда аккумулятора отличная. За 1 час просмотра роликов на YouTube на 100% яркости с 50% громкостью динамиков уходит только 8% заряда. В CS2 за 1 час в тех же условиях, но в производительном режиме уходит в среднем 35% заряда. В Apex Legends за 1 час уходит 30%, а в PUBG Battleground 40%. Грубо говоря, в играх 100% заряда аккумулятора хватит вам на 2-3 часа. При этом в сценарии повседневного использования он проживет более 10 часов. К примеру, серфинг в интернете, просмотр фильмов или роликов, работа и так далее. Система охлаждения справляется отлично, ноутбук не перегревается. После нескольких часов в играх корпус у меня нагрелся максимум до 42 градусов. Охлаждение не шумное, за что отдельный плюс. При этом производительности достаточно, чтобы играть в подобные игры без каких-либо проблем. В CS2 в среднем было 45 FPS, как от сети, так и от аккумулятора. Просадка есть, но на игру это особо не влияет. Если играть от аккумулятора, то изредка проскакивают незначительные подвисания. В Apex Legends средний FPS это 65, в PUBG Battleground также в среднем 65 FPS. Если говорить о общей картине, то данная модель, как по мне, хорошо показала себя что в играх, что при просмотре фильмов и при повседневном использовании. Притом она лучше показала себя, чем игровой ноутбук TenderRobot 911+, обзор на который был на канале. Конечно, это совсем разные устройства. Xiaoxin не показывает за 100 FPS в играх как TenderRobot, но учитывая цены и то, что мы имеем на выходе, Lenovo Xiaoxin Pro 16 куда стабильней, что от сети, что от аккумулятора. Перейдем к тестам. В Geekbench Single Core он выбивает 2362, в мультикоре 11004, в Vulkan Score 33724, в Crystal Disk Mark чтение 3815 мегабайт в секунду, запись 3405 мегабайт в секунду. Далее, минусы: слот под вторую внутреннюю память размера 2242, а не 2280. Адаптер питания с несъемным кабелем питания. Распознавание лиц срабатывает довольно медленно, нет сканера отпечатков пальцев, плохо реализован тачпад и нет возможности расширить ОЗУ. А еще хотелось бы чуть-чуть выше цену и OLED. Ну, лично мне. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, но опять же повторяю, что если вас интересуют какие-то железки, неважно, ноутбуки или еще что-то, лучше заходите в мой телеграм-канал скидок, вбивайте в поиске название устройства и будете видеть динамику, как они стоят во время распродаж. Напоминаю, что есть распродажи крупные, допустим, 1 мая начинается на Алишке распродажа до 8, а есть middle sale, допустим, сегодня, в момент издания этого ролика, идет распродажа большого глобального планшета Xiaomi 6s Pro. Так что следите и выбирайте, что подешевле и повыгоднее. Резюмирую. Lenovo Xiaoxin Pro 16 имеет отличный дизайн, отличный алюминиевый корпус, систему охлаждения, которая справляется со своей задачей, и шикарную производительность вместе с автономностью. Я был приятно удивлен данной моделью, хоть изначально к ней относился крайне скептически. Рассматривать Xiaoxin Pro 16 к покупке однозначно можно, также советую почитать отзывы людей, которые уже купили его себе, благо их очень много. В основном отзывы по мне положительные. Минусы незначительные, учитывая стоимость, поэтому от меня девайсу однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.